Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о панлейкопении кошек. Панлейкопения – это очень опасное вирусное заболевание кошек. Панлейкопению очень часто называют кошачьей чумой. Почему? Да потому что любая чума – это очень острое заболевание, которое протекает исключительно тяжелым острым состоянием, лихорадкой, поражением внутренних органов и сепсисом. Напомню, что по сути сепсис – это заражение крови. Слово «чума» на подсознательном уровне вселяет жуткий страх. Еще со средних веков сложился такой стереотип, что чума людей – это самое страшное заболевание из всех, которые только известны. И что чума всегда заканчивается гибелью. За всю известную историю чума унесла жизни около 200 миллионов людей. Это я к чему рассказываю? А к тому, что панлейкопения кошек тоже не зря названа кошачьей чумой. Практически все непривитые кошки заболевают этой болезнью. Самые уязвимые к этому заболеванию – котята в возрасте от 3 до 6 месяцев. У котят симптомы заболевания проявляются наиболее ярко. Это и рвота, и диарея, и кровавый понос. При этом у котят наблюдается высокая температура, котенок теряет в весе, у него наблюдается полная потеря интереса к воде. И гибель животных может наблюдаться уже на 2-3 день. Это если у котенка молниеносная форма заболевания. Кстати, взрослые кошки могут болеть даже бессимптомно. Но у котят болезнь протекает очень тяжело, и летальность может достигать до 90%, если вовремя не начать лечение. Очень опасен вирус панлейкопении для беременных кошек. У беременных кошек при заражении вирусом могут происходить выкидыши или рождение нежизнеспособных котят. При переболевании кошки на ранних сроках беременности могут рождаться котята с так называемой церебелярной гипоплазией. Это нарушение развития мозжечка. Симптомы, как правило, начинают проявляться уже в раннем возрасте. У таких котят уже в возрасте 10-14 дней наблюдается нарушение координации движений, дрожание головы, какие-то непонятные движения в результате потери координации. Нарушения могут быть различной степени. От едва выраженных и до очень сильных. И могут наблюдаться как у всех, так и у одного или нескольких котят в помете. Заболевание не лечится. Однако при должном уходе такие животные в большинстве случаев могут жить нормальной жизнью. Кстати, своевременность лечения и является основным при лечении кошек. При подозрении на панлейкопению нельзя медлить ни секунды. Надо сразу же начинать лечить. Лучше все-таки обратиться в ветклинику. Спросите, а почему? А потому что самое главное при лечении панлейкопении кошек – это инфузионная терапия, то есть внутривенные вливания. В одном из своих последующих видео я обязательно расскажу о лечении кошек, больных панлейкопенией. В принципе, ничего сложного в логике лечения панлейкопении нет для врача. Но это очень трудоемкий процесс и занимает много времени. Самое главное – вовремя начать лечить. Лечение включает антибактериальную, инфузионную, симптоматическую, противовирусную и иммуностимулирующую терапию. Одна из самых больших сложностей при лечении панлейкопении кошек – это правильно рассчитать объем вливаемых растворов. Недостаточный объем растворов – плохо. В этом случае мы не устраним обезвоживание. Но и избыток вливаемой жидкости тоже плохо. При избытке инфузии вместо улучшения кровотока в тканях развиваются отеки кишечника, внутренних органов, выпад жидкости в брюшную и грудную полости. При этом перистальтика кишечника останавливается и септическое состояние прогрессирует. То есть усиливается процесс заражения крови. Длительность инфузионной терапии зависит от происходящих потерь жидкости. Наверное, многие зрители, которые сейчас меня смотрят, захотели бы спросить, так а если в этом видео нет подробной схемы лечения, так зачем же тогда это видео смотреть? А здесь есть 3 момента, которые я бы хотел донести до аудитории, чтобы вы поняли всю опасность возникновения панлейкопении у кошек. Панлейкопения очень распространена, и это очень опасное заболевание кошек. Очень часто панлейкопения заканчивается гибелью животных. Лечение достаточно дорогое и трудоемкое. При лечении панлейкопении надо ставить очень много капельниц. Препараты не дешевые, и далеко не всегда даже самая высококвалифицированная терапия может увенчаться успехом. Если котенок после нескольких дней лечения погибнет, то любой врач разведет руками и скажет: ну что ж тут поделаешь, я старался, но вы же понимаете, это же была чума. При лечении панлейкопении
Постановка капельниц или инфузионная терапия – обязательные условия. Ни подкожное, ни внутримышечное, ни тем более оральное введение препаратов неэффективно, если организм обезвожен. А при панлейкопении обезвоживание бывает практически в 100% случаев. Второе. Заразиться кошкой панлейкопенией очень легко. Более того, как ни странно, но с каждым годом угроза заражения кошек панлейкопенией становится все больше и больше. Почему это так? Я остановлюсь также в одном из своих последующих видео. И третье, что надо помнить. Уберечь свою кошку от панлейкопении достаточно просто. Просто вовремя вакцинируйте своего котенка, кошку или кота от этой болезни. Все коты должны быть обязательно вакцинированы против панлейкопении. Причем вовремя вакцинированы. Вовремя это значит, что первую вакцинацию котенку надо сделать в возрасте 8-9 недель. И чтобы до 3-месячного возраста котенок имел надежную защиту от панлейкопении. Современные кошачьи вакцины надежно защищают кошек от панлейкопении. В одном из своих последующих видео я также обязательно расскажу, какой вакциной и в какие сроки лучше всего прививать котят. Инактивированной или живой вакциной. Там есть некоторые нюансы. А пока запомните вот эти 3 момента, на которых я сделал акцент в этом видео. И еще одна из самых главных особенностей панлейкопении, что при ней нельзя опаздывать. Нельзя опаздывать при проведении вакцинации и нельзя опаздывать с началом лечения, если болезнь возникла, так как болезнь развивается очень быстро и очень быстро при отсутствии современных методов лечения наступает гибель котенка. Панлейкопения, еще раз напоминаю, по-другому еще называется кошачьей чумой. А чума и смерть – понятия практически равноценные. Ну а пока на этом все. Ждите следующее видео, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!